Всех приветствую на канале. У меня на канале есть узор, как вязать шаль. Вот я показывала, это актуально было зимой, да. И меня спрашивали, можно ли таким узором связать косыночку. Да, конечно, можно. Там есть схема в данном видеоуроке. Я ссылку на этот видеоурок оставлю в описании. Смотрите. Вот я вяжу косыночку для своей дочки. Очень красиво ложится и в таких летних, ну, если использовать летнюю пряжу. Смотрите, для косыночки идеально подойдет. У меня вот Yarnart Flowers Unicolor, да, где хлопок с акрилом. И в 50 граммах 200 метров. Но в данном видеоуроке я вам покажу, меня опять же спрашивали, можно ли таким узором вязать мотив квадрат. Да, конечно, можно. Сейчас покажу. Причем вязать в работе он вяжется, этот узор совсем не сложно, только 2 ряда чередуются. И связав мотив, можно мотивы соединить между собой в какой-то плед, покрывало, будет очень красиво. Либо связать большой мотив, например, размером 40 на 40, и использовать как наволочка на подушку. А еще будет очень красиво, если это контрастная подушка, то есть она, например, какого-то яркого цвета, а мы связали наволочку светлого цвета. Сейчас покажу, как такой узор вяжется. Таким узором вяжется именно мотив, квадрат. Итак, вязать буду образец из пряжи Yarnart Jeans. Я расскажу, по какому принципу вяжется. Вы же сможете связать любой размер. Опять же, либо навязать мотивы и соединить между собой, либо связать просто один большой мотив в виде пледа, в виде скатерти. В принципе, если у вас ажурная красивая ниточка, узор смотрится очень хорошо. В конце видео все покажу. Итак, смотрите, набираем, делаем узелок и набираем 10 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 9, 10. Замыкаем в кольцо. Набираем 4 воздушные петли. Раз, два, три, 4. И вяжем. Делаем 2 накида и провязываем. Мы будем 7 столбиков с 2 накидами чередовать с одной воздушной петлей. У нас будет таких 4 элемента, то есть как бы как квадрат, как стороны квадрата. Сейчас все покажу. Столбик с 2 накидами, третий, 4 воздушные петли, как первый столбик. Так, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Так, все, 7. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Воздушная петля, 1. Далее мы снова провязываем 7 столбиков с 2 накидами и воздушная петля. И так 4 раза, да, то есть как 4 стороны мотива. Итак, мы набрали снова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков с 2 накидами и воздушная петля. И еще повторите также 2 раза, то есть набрав по 7 столбиков с 2 накидами и 1 воздушная петля. Я покажу, как закрыть этот первый ряд и перейти на новый. Итак, смотрите, я провязала как бы 4 такие элемента по 7 столбиков с 2 накидами, между ними 1 воздушная петля. Провязываем воздушную петлю и в вершину первого столбика, то есть у нас это было 4 воздушные петли в 4-ю петлю. Все, первый ряд мы провязали.
Смотрите, как мы вяжем второй ряд. Набираем 3 воздушные петли. И сейчас мы будем провязывать с вами рельефные столбики с накидом. Они бывают лицевые, изнаночные, кто-то их называет еще выпуклые, вогнутые столбики. Мы сейчас провяжем рельефный изнаночный столбик с накидом. Вот так вот захватываем столбик с 2 накидами предыдущего ряда и провязываем столбик с 1 накидом. Еще раз повторю, называют их вот это вогнутый столбик с 1 накидом, либо рельефный изнаночный столбик с 1 накидом. Вот так захватывается столбик предыдущего ряда и провязывается столбик с 1 накидом. Мы провязываем их 7 этих рельефных изнаночных столбиков. Первый тоже 3 воздушные петли считаем за первый. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Далее мы провязываем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И то же самое делаем по каждой стороне. То есть мы провязываем по 7 рельефных изнаночных столбиков с 1 накидом. И между ними 5 воздушных петель. Так, повторяем то же самое еще 2 раза по каждой стороне. То есть провяжем 7 рельефных изнаночных столбиков и 5 воздушных петель. Провяжите самостоятельно 2 эти стороны, и я покажу вам, как закрыть этот ряд и перейти на новый. Так, смотрите, как мы закрываем второй ряд. Набираем 2 воздушные петли, делаем накид в вершину первого столбика или в 3-ю воздушную петлю и провязываем столбик с 1 накидом в 3 приема, или как вяжется патентный столбик с 1 накидом, то есть вот таким вот образом. 2, 3. Все, чтобы у вас крючок оказался как бы посерединке угла. Далее набираем 4 воздушные петли, 3, 4, 2 накида, и в половине угла мы снова провязываем 7 столбиков с 2 накидами. Первые 4 воздушные петли считаем как первый столбик. Так, 1, 2, 3, 4, 6. Провязываем 7. Вот, что у вас должно получиться. Далее на стороне мы считаем так, 1, 2, 3, 4. То есть находим серединку. Да? Всего у нас было здесь 7 столбиков с накидом. Мы находим серединку. И в серединку вот так вот провязываем столбик без накида. Далее в угол мы провязываем 7 столбиков с 2 накидами. 1 воздушная петля и снова сюда же в угол 7 столбиков с 2 накидами. Второй столбик, 3, 4, 5, 6 и 7. 1 воздушная петля. И сюда же в угол еще раз провяжем 7 столбиков с 2 накидами. 3,
4, 5, 6 и 7. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Здесь ищем серединку. Раз, два, три, 4. Четвертую петлю. Вот наша серединка. Провязываем столбик без накида. И то же самое также формируем каждый угол, провязывая по 7 столбиков с 2 накидами, воздушная петля и снова 7 столбиков с 2 накидами сюда же. Посерединке здесь столбик без накида. Заканчиваем этот третий ряд. Покажу, что делать далее. Итак, смотрите, довязываем третий ряд. Ряд, в котором мы вяжем такие вот элементы по 7 столбиков с 2 накидами, да, между ними в углах по 1 воздушной петле, а на каждой стороне вот мы их разделяем столбиком без накида. Закрываем ряд, провязываем воздушную петлю и раз, два, три, 4 четвертую соединительной петлей. Переходим снова на ряд, где мы будем провязывать рельефные столбики с 1 накидом. Мы сначала провязываем 3 воздушные петли, вместо первого столбика сделаем накид и будем вязать рельефные изнаночные, либо вогнутые столбики с 1 накидом. Все, по сути, как бы наш узор, он и состоит из 2 рядов. Первый ряд, где у нас столбики с 2 накидами, а второй ряд, где у нас вот такие рельефные изнаночные столбики. И все. Так, 4, 5, 6. Ой, здесь один надо было провязать. Так, 4, 5, 6, 7. Все. И в каждом ряду, когда вот провязываем уже рельефные, между ними по стороне вяжем 3 воздушные петли, а в уголках по 5 воздушных петель. Сейчас покажу. Далее провязываем 7 рельефных изнаночных столбика с 1 накидом. Два, 3, 4, 5, 6 и 7. В уголках между этими рельефными мы провязываем 5 воздушных петель. Далее снова у нас идут 7 рельефных изнаночных столбиков с 1 накидом. 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Да, и по стороне между ними по 3 воздушные петли. И далее то же самое, то есть весь этот ряд у нас рельефные изнаночные столбики с 1 накидом. Их 7, только по стороне между ними 3 воздушные петли, в уголках между ними 5 воздушных петель. Вот таким образом довязываем самостоятельно до конца этот 4-й ряд. Итак, смотрите, провязывая этот ряд в уголках, мы закрываем, так как я вам уже тоже показывала, мы чередуем. Где-то мы закрываем, у нас 1 воздушная петля, здесь у нас угол из 5 воздушных петель. Провязываем 2, делаем накид в вершину первого столбика и провязываем столбик с 1 накидом в
3 приема или как патентный столбик, да. Вот, чтобы крючок остался посерединке. Набираем 4 воздушные петли и снова, то есть опять же, как я и говорила, мы чередуем всего лишь 2 ряда. Этот ряд мы снова провязываем столбики с 2 накидами. Половинка угла — это 7 столбиков с 2 накидами. Так, вот здесь 4, 5, 6 и 7. Так, раз, два, три, 4. Мы провязываем столбик без накида. Уже в сформировавшиеся арки из 3 воздушных петель мы сюда снова провязываем такой веерок из 7 столбиков с 2 накидами. Вот и принцип как бы вязания этого мотива. Каждые последующие ряды, они точно так же вяжутся. То есть следующий ряд мы будем вязать рельефные изнаночные столбики, а за ним ряд у нас вот такие веерочки из 7 столбиков с 2 накидами. 4, 5, 6, 7. Раз, два, три, 4. И формируем угол. Как всегда, 1 столбик с 2 накидами, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 1 воздушная петля. И снова в этот же угол еще 7 столбиков с 2 накидами. Четыре, 5, 6, 7. Раз, два, три, 4. Вот как формируется каждая сторона. Сюда опять в серединку у нас 7 столбиков с 2 накидами, угол как обычно, вот такой вот прям веерок из 7 столбиков с 2 накидами, воздушная петля и снова 7 столбиков. Довязываем этот ряд. Итак, и закрываем этот ряд, воздушная петля и в вершину первого столбика или в 4-ю воздушную петлю. Все, в принципе, смотрите, вязать можно и такие мотивы. Размер одного, если я вяжу из такой пряжи, 12 на 12 сантиметров. Если планируете вязать большой, следующий принцип. Так, вот у нас поднимаетесь воздушными петлями, провязываете рельефные столбики, между ними 3 воздушные петли, угол 5 воздушных петель. И в следующем ряду снова заполняете точно так же каждую арку из 3 воздушных петель вот таким веерком из 7 столбиков с 2 накидами. Фиксируем столбиком без накида. И угол, так как я сейчас провязывала в этом ряду. Вязать можно до бесконечности. Вязать можно из любой пряжи. Возьмете пряжу потолще, побольше крючок, получится вот такие большие наволочки на подушке. Так что такой узор можно вязать не только треугольник, но и квадрат. Смотрится и так очень красиво. Если было вам полезно, от вас, пожалуйста, лайки, комментарии. Всем пока-пока и всего самого наилучшего.